Аквариум должен приносить удовольствие, счастье, наслаждение. Мы должны на него смотреть и получать заряд энергии, позитива. И такой он должен быть постоянно. Не какой-то промежуток времени, а в течение всего времени. То есть в любое время мы должны смотреть и наслаждаться этой красотой и этим кайфом. Что нужно делать, чтобы он оставался таким, а не ухудшался, не становился каким-то менее прекрасным, менее шикарным и менее позитивным аквариумом? Что нам понадобится, с какой периодичностью? Это канал Фломов, меня зовут Сергей, и здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными, и не только. Перед нами аквариум 30 литров. Он безумно оброс, он затянулся тиной и непонятно чем. И, в общем, он уже не приносит нам того удовольствия, которого бы хотелось. Вообще, глядя на вот эти вот нюансы, всякие обросшие, уже аж кровь из глаз брызжет, насколько это неприятно. Будем сейчас все это исправлять, покажем, как, что происходит. Параметры нашего аквариума вот такие. Конечно, мы не профессионалы, и многие вопросы мы упускаем. Но вы учитесь на наших ошибках, подсказывайте нам, а мы будем подсказывать своими видосиками вам. Мы пробуем, испытываем. Но вот в данном случае, какие у нас ошибки, что не каждую неделю получается производить смену воды. Это одна из, скажем, грубейших таких ошибочек. Потому что аквариум маленький, 30 литров, и тут как бы надо менять водичку с нормальным промежутком времени. Не затягивает с этим вопросом. И это мы говорим про то, чтобы аквариум оставался таким. В нашем случае аквариум уже запущен немножко, ну не немножко, а прям так нормально. И мы сейчас его восстановим. А в конце видео мы расскажем, что нужно, чтобы вот он не становился таким, как у нас сейчас. Внимательно осмотрим проблемные зоны, вникнем, подумаем, что нужно сделать дальше. Большие обрастания на камнях, грязные стекла, чрезмерно разросшийся анубис, который спрятал корягу, на которой он привязан. А коряга фактурная, красивая, на нее тоже приятно смотреть, но в данном случае ее не видно от слова совсем. Много взвеси на дне, которая уже прям визуально видна. Такого не должно быть в аквариуме. Что-то еще происходит с компрессором, почему-то воздух не поступает в аквариум так, как вот должен, прям шикарно, красиво, ну не красиво, а просто обильно, а он что-то прям, сейчас тоже изучим этот вопрос. В общем, произведем генеральную уборку в аквариуме, но сразу хочу сказать, в 30 литрах такие, да и вообще генеральные уборки в аквариуме, это далеко не приветствуется, потому что сбить баланс в аквариуме, особенно в маленьком объеме, это на раз-два. Все-таки 30 литров, тут чуть-чуть что-то попало не так, что-то водички много налил свежей, и все, уже беда бедой. Поэтому это надо делать очень аккуратно и стараться вообще этого не делать. Фильтр наш внешний работает довольно-таки плохо. Из-за чего? Потому что здесь много креветочек мелких, детенышей, мальков, и все это в тот... Приемная трубка имеет большие щели, через которые все это может затянуться в фильтр. И я вставил маленькую губочку внутрь, которая быстро забивается, и поток теряется, и фильтрация не происходит так, как она должна быть. Она очень медленная и некачественная. С этим мы тоже придумали, как можно побороться. Сейчас покажем. Один из минусов 30-литрового аквариума, что тримминг производить внутри аквариума очень тяжело. Пространство маленькое, соответственно, ножничками не подлезешь везде. Это один только из минусов. Какие еще минусы есть, вы можете посмотреть в нашем видео, перейдя по ссылке. Мы нашли решение данной проблемы. Мы привязали наши анубисы к коряге. Можно достать корягу и обстричь. Также это можно привязать на камешки. Можно привязать на камни. В общем, посадить растения в абикусу расположить. То есть это вот такие вот маленькие нюансы, которые можно будет доставать и производить стрижку, тримминг уже вне аквариума. Это вот такой вот маленький совет, можно сказать. Если у вас есть какие-то советы по этому поводу, делитесь с нами. Мы хотим больше знать, лучше все делать. Формируем наш куст, обрезаем, убираем больные листья, максимально все обстригаем, делаем его прям вот минимальное, чтобы видно было коряжечку, чтобы
анубисы не расположились на весь аквариум и не занимали все пространство. Очень тщательно чистим декорации. При этом, когда мы чистим декорации, мы сразу подносим сифончик, чтобы высасывать ту травку, которую мы соскребаем, чтобы она не летала по всему аквариуму, а желательно сразу выливалась из аквариума. Чистим при помощи вот этого скребочка стекла аквариума. Очень тщательно собираем взвесь. Вот такими движениями мы как бы взбалтываем взвесь, и она легко выходит вместе с водой. Конечно же, при этом мы внимательно все это делаем, потому что малечки, как я говорил, маленькие креветочки, чтобы не засосать лишнего и не выкинуть их, не вылить их вон в ванную. Располагаем наш анубис обратно вместе с корягой. Все поправляем декорации. Кстати, насчет фильтрации, вот мы приобрели вот такую вот губку, которую мы поменяем сейчас и поставим за место, ну, назовем это будет префильтр. Мы ее тщательно споласкиваем в воде из аквариума, чтобы смыть магазинную пыль и чтобы покрыть ее уже изначально такими аквариумными бактериями, чтобы она сразу не поменяла нам весь баланс в аквариуме, потому что такое может быть. Видим, что работает фильтр теперь идеально, он отлично выполняет свою функцию. Вода фильтруется мощно, даже, я не знаю, возможно, надо подумать, как немножко поток уменьшить. Настолько все прям шикарно теперь работает. Насчет компрессора мы тоже решили. Оказалось, что клапан обратного хода у нас, видимо, каким-то образом, я, если честно, даже не представляю, что такое возможно, каким-то образом сломался. То ли там как-то что-то закислилось, я не знаю, непонятно. Но в итоге мы его удалили, и теперь компрессор работает, дай боже. Воздух поступает в аквариум просто мега обильно. Мега обильно. Можно сказать, что наш аквариум теперь уже выглядит гораздо лучше, прекраснее. Он вернулся в ту модель, которую мы придумывали, которую мы создавали. Да, какие-то еще нюансы будут поправляться в дальнейшем, что-то будет добавляться. Например, хотим с левого угла рядом с корягой разместить еще роголистник, к примеру, чтобы креветки в нем прятались и малечки тоже могли заплывать. И также это закроет наш фильтрующий материал и все остальное, всю аппаратуру, всю технику, которую мы там расположили, чтобы ее не видно было. В общем, вот такие нюансики еще, это мы все добавим обязательно. Но что хочу сказать еще добавить, что вот такие процедуры в аквариуме надо делать как можно реже. Что надо делать, чтобы этого не происходило? Обязательно менять каждую неделю воду. Надо ставить аквариум все-таки, наверное, подальше от солнца, потому что солнечные лучи, они прям, какой нарост сразу на стеклышке образуется и тому подобное. Не надо перекармливать рыбок. Как бы мы их не любили, они все время просят еды, и это у них заложено, видно где-то, непонятно где. То есть не надо перекармливать, не надо переливать удобрений. То есть вот такие вот нюансы надо исключить. Вот всем, чем мы хотели с вами поделиться. Любите природу. Всем всего хорошего.